Всем привет! В этом видео я покажу, как я готовила 3D-торт в виде рыбы. Если вам интересно, смотрите дальше. Торт-рыбу я готовила из состава торта «Медовик». Вы можете взять любой другой бисквит, любой другой состав. Или возьмите мой рецепт медовика. Рецепт есть на канале, ссылку оставлю под видео в описании. Распечатала на обычной бумаге рыбу, картинку рыбы, которую мне надо. И с помощью этой картинки я вырезала из раскатанного теста коржи, выпекала, собирала с кремом. Обязательно оставляем торт на пару часов стабилизироваться, чтобы потом было удобно работать. Рыба довольно невысокая. Нам надо, чтобы были не только коржи в этом торте, но полноценный торт. Поэтому медовик, на мой взгляд, лучше всего подходит. Чтобы было более удобно работать, вырезать, подрезать, торт можно даже поставить на 30 минут в морозилку. Торт подморозится и будет удобно обрезать, придавать форму. Надо подрезать и делать более укругленную форму со всех сторон. Оставляем хвост и сторону, где голова, более такую низкую, плоскую. Серединку оставляем более толстую, но все зависит от того, какую рыбу мы выбрали. Надо посмотреть, как эта рыба выглядит в реальности, и тогда подрезать из торта нужную форму. Подрезать надо тоже нижнюю часть, для того, чтобы рыба выглядела более естественней. Когда мы придали форму, надо торт промазать любым масляным кремом, ганашем, любой крем, который подходит для обтяжки мастики. Нам надо изолировать торт от того, чтобы мастика не впитывала влагу. У меня это масляный крем на швейцарской меренге. Рецепт есть на канале, также ссылка будет под видео в описании. Тут нам не надо толстый слой крема, только для того, чтобы торт изолировать. Далее тут у меня пластичный, или правильнее будет пластилиновый шоколад. Как приготовить такой пластилиновый шоколад, у меня тоже есть видео на канале. Все ссылки будут под видео в описании. Из этой массы я прикладываю часть головы. Это для того, чтобы можно было более похоже сделать саму вот эту часть головы. Если мы будем вырезать из торта, будет сложнее придать более естественный взгляд. Прикладываю кусочек такой пластилинового шоколада, делаю такой надрез, там будет у нас приоткрытый рот. Потом надо поставить в морозилку, чтобы эта шоколадная масса застыла. И потом из нее мы уже подрезаем, вырезаем более подходящий размер. Я слишком долго подморозила, у меня вот шоколад застыл прям вот в камень, это шоколадная масса. Сложнее вырезать. В идеале, конечно, 5-10 минут потрогать, когда шоколадная масса уже застыла, держит хорошо форму, она не мягкая, но еще не замерзла в камень. Тогда будет удобно все вырезать, подрезать. Тут тоже прикладываю картинку распечатанную с этой рыбой и смотрю, сколько надо отрезать, как выглядит голова этой рыбы. Если использовать обычную мастику, тогда, конечно, надо дольше ждать, чтобы мастика застыла, и потом с ней дальше работать. Поэтому я выбираю для таких элементов лучше всего стабильную твердую массу. Это может быть или пластилиновый шоколад, или специальная мастика для моделирования. Она на основе какао-масла очень быстро застывает, и с ней удобно работать. Но самый быстрый вариант — это приготовить пластилиновый шоколад. Для этого нам надо только шоколад и сахарный сироп или мед.
Далее я приготовила мастику. Я всегда использую мастику для обтяжки домашнего приготовления. Советую слишком тонко не раскатывать. Это для того, чтобы потом было удобно работать дополнительно с такой сеточкой. Прохожусь по этой мастике скалкой. Это для того, чтобы мастика не была просто гладкая, а создавала такой эффект чешуи. Такая сеточка продается или в хозяйственных магазинах, можно отдельно купить, или в магазине фрукты, овощи продаются в такой сеточке. Накладываю мастику, сглаживаю. С мастикой, если работать, удобно надевать виниловые перчатки. Тогда мастика не прилипает к рукам. Срезаем все лишнее, но не слишком близко к самому торту, потому что мастика может немного сужиться. Надо оставить пару миллиметров, чтобы их как бы подогнать под сам торт. Но если слишком много отрезали, потом можно немного медленно еще подтянуть. Поэтому очень важно мастику слишком тонко не раскатывать. Если вы видели, очень многие кондитеры, которые работают с тортами из мастики, они работают, накладывая довольно толстый слой мастики. И это не для того, чтобы торт был потяжелее, а это для того, чтобы более лучше, красивее исполнить разные детали. Далее понадобятся разные инструменты, но если нету специальные инструменты, то можно найти что-то, что есть под рукой. Прикладываю распечатанную рыбу и примерно отмечаю, где будет жабры, глаза. Отмечаю разные, более такие выраженные места, такие линии. Рот придавливаю, чтобы он оставался приоткрытый. В тех местах, где я отметила вот такие линии, надо эту мастику немного так как приподнять, придать как бы такой приподнятый угол. Чтобы не была плоская поверхность, надо приподнимать вот так мастику. Если мастика тонкая, это будет делать сложно. У меня даже тут слишком тонко. Я когда готовила первый раз эту рыбу, мастику оставила более толстого слоя. Было гораздо удобнее выделять вот эти линии. А в этот раз, на второй раз, я уже немного перестаралась и раскатала немного слишком тонко мастику. И тогда уже, конечно, сложнее все вот эти детали, отпечатки, надрезы, линии сделать. Далее с кондитерской насадкой, просто круглая насадка или коктейльную соломку можно еще взять, делаем вот такие отпечатки, как чешуя, по всей поверхности рыбы. Далее приступаем к таким как бы элементам. Это будет хвост и плавники. Хвост, чтобы хорошо держался, не просто на поверхности, а приподнятый, обязательно к мастике добавляем порошок СМС. Он помогает мастике быстро высохнуть. Мастика очень-очень быстро становится сухая, подсыхает и держит форму. Примерно беру кусочек мастики, прикладываю распечатанную рыбу, картинку, вырезаю хвост примерно такой формы и делаю такие полоски. Между собой мастика очень хорошо приклеивается
обычной водой. Надо намочить водой мастику и сделать более такой тонкий переход. Тогда мастика быстро прилипает и схватывается в одно целое. Конечно, мастика сразу не высохнет. Что-то поставить, чтобы она эту форму, угол держала. Я добавила снизу еще кусочек мастики, который потом я срежу. Но для этого момента, чтобы хвостик держался кверху, мастика очень хорошо поможет, придержит, а потом лишнее можно срезать. Уже через 30 минут можно срезать лишнюю часть мастики. Чтобы сделать такой клей, который лучше всего будет держать, мы берем капельку воды и мастику, подогреваем в микроволновке, перемешиваем мастику с водой, и у нас получается такой, как очень влажная мягкая мастика, и получается клей, который хорошо держится, быстро застывает. На нем очень удобно прикладывать разные элементы из мастики. Но всегда помните, что мастика держится на мастике. Дополнительно, конечно, с водой можно сделать более влажную. Шоколад держится на шоколаде. Вот взяла просто силиконовую формочку, приставила под хвост, чтобы хвост в таком положении застывал. Далее будем так же само вырезать из мастики плавники. Тоже к мастике обязательно добавляем порошок СМС. Мастику раскатываем довольно тонко, но не слишком тонко, чтобы она не порвалась. Смотрим, как выглядят плавники на картинке. И вот с этим клеем, который мы сделали, мастика плюс вода, приклеиваю верхний плавник. Конечно, он сразу не будет держаться, немного надо придержать. Также этот клей из мастики надо постоянно греть, чтобы он был влажный, липкий. У меня тут есть такая кондитерская проволока, и чтобы не надо было держать этот плавник, я просто с кусочками проволоки тыкнула и придерживаю. Может, сам по себе плавник, он довольно быстро высох, он хорошо уже держится, ему только надо приклеиться к самому торту. И сверху, и снизу я накладываю эту влажную мастику с водой, которая похожа на клей. И все то же самое. На картинку смотрим, как выглядят остальные плавники. Так же само вырезаем, приклеиваем. Когда уже вся основная работа сделана, осталось только окрасить рыбу в нужный цвет. Так как я выбрала торт окунь, он такой желтый-зеленый. Беру водорастворимые красители, смешиваю немного зеленого, немного желтого и добавляю блестки. Можно добавить перламутровые, есть красители, но если нету, можно добавить какие-нибудь блестки, чтобы рыба была более естественная, она блестящая такая. И кисточкой прохожусь по всей поверхности, но в том районе, где живот, там оставляем более светлый, даже почти белый. Если где-то добавили слишком много красителей, ничего страшного. Берем просто, забыла сказать, что красители разбавливаем водкой. И там, где у нас слишком много красителей и хочется более светлый оттенок, можно взять просто капельку водки и кисточкой чистой пройтись, как бы почистить, снять лишний краситель. У этой рыбы окунь
хвост и плавники такого красно-оранжевого цвета. Также разбавляю водкой водорастворимый краситель и окрашиваю плавники и хвост. Как вы видите, плавники и хвост, они уже довольно подсохшие, и они не размыкают от красителя с водкой. Далее надо делать полоски черные. Тут тоже берем водорастворимый черный краситель, добавляем перламутровый краситель, чтобы он блестел, и делаем примерные вот такие полоски, как на распечатанной картинке. Где голова, там тоже делаю такие оттенки, чтобы были такие переходы цветов, тени. Верхний плавник я окрашивала серебряным цветом. Вначале немного желтой и сверху прошлась потом таким серебряно-перламутровым красителем. Это сухой краситель, как блестки такие, так как плавники у рыбы, они такие очень блестящие и в реальности. Из белой мастики раскатываю такой шарик, добавляю глаз, прохожусь по бокам черной кисточкой, немного тоже делаю такой оттенок, чтобы не было просто белой мастика. Сверху прикладываю кусочек опять черной мастики маленький. И чтобы был у глаза блик, на черную мастику еще добавляем очень маленькую точку из белой мастики. Рыбка окрашена, сейчас надо поставить в холодильник и дать ей полностью высохнуть. После этого, когда все высохло, можно достать проволоки, которые держали верхний плавник. Торт у меня пролежал ночь в холодильнике. Красители полностью высохли, объединились с мастикой. И можно пройтись декор-гелем, придать блеск. Декор-гель придает такой естественный, скользкий взгляд, как у натуральной рыбы. Декор-гель у меня рецепт еще нету на канале. Я обязательно следом добавлю, покажу, как я готовлю. Но я знаю, что декор-гель продается и в кондитерских магазинах. Также можно использовать любой другой гель, который предназначен для того, чтобы придать блеск. Так как мастика высохла, краситель высох, накладывая декор-гель, краситель у нас не мажется. Поэтому смело наносим подогретый, не очень горячий, но довольно теплый декор-гель, так как теплый он жидкий. Смело с кисточкой проходимся по всей поверхности, по плавникам, так, чтобы рыба вся была вот такая блестящая, скользкая. И вот смотрите, что у нас получилось. Вначале казалось очень сложно, но в целом не так уж сложно. Самое главное — это посмотреть, как выглядит живая вот эта рыба. Я смотрела разные картинки, как она выглядит, примерные цвета, примерная форма. Тогда легче работать. Мне кажется, что результат очень хороший. Эта рыбка у меня получилась на 2 килограмма вместе с мастикой. Без мастики было примерно 800 кг. Не бойтесь экспериментировать. Порадуйте близких, удивляйте гостей. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Так вы помогаете продвигаться каналу, и я смогу больше с вами делиться с разными рецептами, идеями, экспериментами.
Такую рыбку мы можем взять в руки даже без подложки. Мастика высохла и очень хорошо все держится. Если мы торт готовим в один день, то обязательно он должен простоять вот такой готовый с мастикой как минимум 5 часов. Лучше на ночь оставляем в холодильнике, пусть он там сохнет, подсыхает, все хорошо будет держаться. И тут я добавила кадр еще со второй рыбкой. Окунь готовила 2 раза. Первый раз я приготовила его, он был меньше 2 килограммов, а второй раз сделала немного побольше рыбку. И тут есть разрез торта медовик с ягодной прослойкой, сметанным сливочным кремом. И очень давно я готовила торт щуку, и там я не показала, как я готовила у рыбы голову. Вот таким же самым способом взяла кусочек пластичный шоколад, добавила к торту, и тогда приготовить можно приоткрытый рот. У щуки я готовила даже открытый рот с зубами. И если делать голову из состава торта, то так открытый рот будет сделать очень сложно. Это все не будет так хорошо держаться.